вот доценты в университете всегда там говорили: станцуй свое имя. И она закончила почти лучше всех у нас на факультете. Потому что если ребенок никогда отличником бы и не был в другой школе, так его хоть здесь это на него не давит, у него хоть мотивация не пропадает учиться. Я еще слышала, что в Германии сейчас в нескольких местах появились школы по финской модели. Вы слышали о них? Я слышала, но это не у нас. Я вам могу сразу сказать, Берлин перенимает. Я сама ездила в Финляндию. Мне нравится, что в Финляндии очень много есть школ именно двуязычных, что вот аттестат потом на двух языках. Финляндия сделала, что можно на русском делать аттестат и на финском одновременно. У нас в Германии есть двуязычные гимназии, но с русским нет вообще. Я ездила, мне было интересно посмотреть все. Ну, может, когда-то помоложе была, мечтала, что, может, когда-нибудь в Германии такое ведется, ну, не знаю. У нас нету, но я знаю, что в Берлине есть школы по финским моделям, но именно русский, немецкий, таких у нас ни одной по Германии нет вообще. Вот то, что мне очень... Там не столько язык, сколько обучение в другом формате. Не предметное, как они пытаются вот сейчас сделать, не предметы, а явления изучать. Открытый, да, у них открытая форма преподавания, потом у них оценки не ставят практически до 9 класса, по-моему, потому что дети учатся, ну, они учат какие-то основы, но каждый в своем темпе. Главное, у них главное, чтобы научились читать, писать, решать, но у них это не требует. Каждый день у них никто не спрашивает, они все индивидуально. Но, знаете, уже со мной в университете такая девочка одна училась. У нас доценты с нее смеялись, но она почти лучше всех в группе закончила. То есть это не во вред точно такая система образования. А Это, почему мне кажется, смеяться? хорошо. Ну, учителя там говорят, что там вот много так, они там много на природе учат, что вот много, именно много, ну, с практики берут, да, что они много наблюдают, много экспериментируют, все. И потом у нас педагоги всегда, ну, вот доценты в университете всегда там говорили: станцуй свое имя или там пробежись, ну, пробежись по цифрам, ну, что-нибудь в этом роде, что ну, а это детям помогает, наверное, запоминать и учиться. То есть она закончила почти лучше всех у нас на факультете. Поэтому я думаю, что если ребенок способный, ему и такая система подходит. А если ребенку трудно учиться, то такая еще лучше подходит система. Потому что если ребенок никогда отличником бы и не был в другой школе, так его хоть здесь это на него не давит, у него хоть мотивация не пропадает учиться. Ребенок ходит, и он же не видит конкуренцию, он не видит по оценочной системе, что он хуже или слабее других. Он приходит и делает свои дела, наблюдает, экспериментирует, и в итоге тоже чему-то учится. И по жизни-то то, что мы учим в школе, наверное, 80% нам по жизни-то и не нужно, и не встречается на работе или еще где-либо. Поэтому мне кажется, это очень интересно, такая система. Но у нас вот, к сожалению, нигде поблизости таких школ нет. Вот.